Всем привет, меня зовут Катя, вы на канале Краска и меня бомбит. Никто этого не хотел, никто этого не ожидал, но вот уже как неделю 6-11 классы учатся на дистанционке. К сожалению. И вследствие этого обучения произошло очень много неприятных ситуаций, которые сегодня я бы хотела разобрать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а мы начинаем. В первую очередь скажу о тех самых каникулах, из-за которых первую четверть нам сократили, а вторую удлинили. И до Нового года мы остались без каникул. Почему? Потому что. А кстати, почему? Почему в этой ситуации никого ничего не смущает? Никого не смущает оценка учеников, их мнение. Да-да, вы не ослышались. Почему нас и наших родителей никто не спросил? Сейчас на экране вы видите официальный документ под названием «Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Пункт 3.1.1». Примерный календарный учебный график. Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений. То есть перед тем, как внести эти двухнедельные каникулы в учебный календарный график, надо было спросить мнение всех участников образовательных отношений. А по статье 2 Федерального закона об образовании пункт 31 участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители или иные законные представители, педагогические работники и их представители, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность. Кстати, об этом я говорила в одном из своих прошлых видео, ссылочку на него я оставлю в описании, а также где-то здесь сверху вы тоже сможете его посмотреть. Так вот, из всего вышесказанного резонный вопрос. А нас кто-нибудь спросил? Нет. И на это кто-то может сказать, мол, Катя, а это не школа внесла каникулы, это сделал мэр Москвы, это он внес эти каникулы. Ну, вот вам мой ответ, а в качестве него я предоставлю вам еще один официальный документ, подписанный замминистром образования, о составлении календарного учебного графика. Вносить изменения в календарный учебный график может лишь сама образовательная организация с учетом соблюдения прав всех участников образовательных отношений, а значит, это сделала непосредственно школа. Вот и вопрос, кто в этом случае понесет ответственность? А я вам скажу, мы, учащиеся. Ах, подождите, мы уже это делаем. И хорошо, допустим, что это сделали из каких-либо мер предосторожности, что тоже очень сомнительно и странно. Мэр Москвы выдвинул приказ по рекомендациям санитарных врачей. Он учел рекомендацию, чего не сделали школы. Сейчас на экране вы видите еще один документ о календарном учебном графике. Из него мы видим: для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. А как я сказала еще в начале, все, что сделали, это сократили первую четверть и удлинили вторую. Почему бы и да? Перед съемкой этого ролика я изучила множество официальных юридических документов, предоставила им вам в качестве подтверждения моих слов и даже оставила все ссылки на них в описании. Я считаю, что это заслуживает твоего лайка и подписки. А ты как думаешь? Вернемся к дистанционке. Мы постоянно смотрим в компьютер. На протяжении 7 часов мы с коротенькими перерывами смотрим в экран. Мало того, мы после этого еще и домашку делаем 3,5 часа и тоже на компьютере. И никого не смущает, что это вредно для глаз, и что по Санпину мы можем смотреть в экран только 2 часа в день. Нас перевели на дистанционку, причем не всех, а только 6-11 классы, чтобы мы не заболели коронавирусом и не заразили им окружающих. А о других органах мы подумать забыли. Ничего, я напомню. Зато не забыли загрузить нас домашним заданием, считая, что на дистанционном обучении у нас появилась куча свободного времени. Кстати, давайте-ка разберем эту тему. Домашнее задание, любимое. Люблю, знаете, после 7 часов учебы позаниматься учебой. И вы знаете, проблема домашнего задания заключается не только в его количестве. Эту тему я затрону чуть позже. Сейчас же самое интересное. Московская электронная школа, сокращенно МЭШ. Кто не знает, МЭШ — это Дьявол. Цитирую: современная школа будущего, которая позволяет использовать все плюсы современных информационных технологий. Красота. Только, судя по всему, будущее у нас пока что в прошлом. На самом деле, претензий к самому серверу у меня нет. Есть, но мы сейчас не об этом. Недавно на одном из моих уроков произошел небольшой конфуз. Quelque chose de français. Учитель на уроке сказал вам зайти в эту самую систему и сделать прикрепленный к сегодняшнему дню тест. Но по каким-то причинам у большинства в классе, включая меня, тест не открывался. И угадайте, что на это сказал учитель? Естественно, эту проблему свалили на нас и сказали: разбирайтесь сами, что я могу сделать? Лучше и не скажешь. Учитель искренне верил в то, что мы всем классом договорились, взломали МЭШ, зашли в него и удалили этот тест, чтобы просто его не делать. Естественно. Ты что, с ума сошел?
Ну, даже если это так, я считаю, что учитель по информатике явно должен поставить нам всем пятерки, причем сразу в году. Хотя, зачем ему напрягаться? Мы же хакеры, сами сделаем. Такой вариант тоже по версии учителя может быть. Ну или мы все очень хорошо врем, чтобы не делать тест. Ну и раз уже я обещала, я не могу не затронуть эту тему. Тему с количеством домашнего задания. Для начала стоит немножечко вернуться назад, к тому моменту, когда я говорила, что в случае чего вся ответственность ложится на нас, учеников. Зачем это вспоминать? Да потому что я уверена, что проблема с невозможностью иногда зайти на урок касаема многих из нас. Но даже это не самое интересное. Самое интересное, что если ты не смог попасть на урок из-за проблем школы, тему, которую должны были разобрать на уроке, ты разбираешь дома сам. Замечательно, поразительно, гениально. Делаешь домашку 3,5 часа, на тебе еще 3 в подарок. Что? Опять? И чтобы вам было понятнее, я наглядно покажу вам распорядок дня вот такого вот школьника, и вы сами все поймете. Первый урок в школе начинается в 8:20, значит встать надо, чтобы поесть, почистить зубы, подготовиться к уроку, до конца проснуться в 7:30 в лучшем случае. То есть 7:30 начало рабочего дня. Подростку надо спать не менее 8 часов. Сюда прибавляем и рекомендации врачей ложиться в периоде от 21 до 23:00. В итоге отбой в 11. Дальше. На неделю у нас не меньше 6 уроков, а по большей части их 7. Рассмотрим оба варианта. В первом случае учебный день заканчивается в 14:15, во второй 15:15. После окончания нам хочется пообедать, верно? В общем счете, без спешки, не в попыхах, а спокойно приготовить еду и поесть 40 минут. 14:55 и 15:55. Далее идет отдых плюс прогулка. Мы ведь должны отдыхать, верно? В лучшем случае это занимает 1,5 часа. В итоге 16:25 и 17:25. Дальше уроки 3,5 часа, 19:55 и 20:55. Дополнительное развитие. У кого-то это кружки, музыкальная или спортивная школа и так далее. 1,5 часа. 21:55 и 22:55. А вот и все. Или что вы хотите, чтобы мы до 11 вечера пахали? Вот и будьте добры, в этом списке покажите мне время на дополнительное изучение тех уроков, которых не было по вине школы. Учитывая то, что чтобы жить по этому расписанию, нужно быть роботом. И я еще не брала в счет самостоятельное развитие. Это чтение книжек, изучение каких-либо языков. Дополнительно я еще не брала в счет время на хобби. А оно ведь есть. Знаете, что я хочу сказать? Какой вывод я хочу сделать из всей этой ситуации? Той ситуации, которая сейчас произошла, трудно нам всем. И мы бы могли договориться, найти общий выход, компромисс. Но вы тупо взяли и решили все за нас. Вы поставили нам условия и заставили из необходимости жить по ним. А ведь все могло быть абсолютно по-другому. И я хочу вам сказать, что я не перестану об этом говорить, пока хотя бы что-то не поменяется. Вы все говорите про уважение, так начните с этого сами. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, а также не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Уверена, эта тема больная для всех нас. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!